Всем привет! Вы на канале Вкусно, просто и бюджетно. Сегодня я готовлю бисквитный рулет с очень вкусной и нежной творожной начинкой. Рекомендую приготовить вместе со мной. Яйца разделяем на белки и желтки. Желтки пока убираем в сторону, а в белки добавляем щепотку соли и начинаем их взбивать миксером. Добавляем ванильный сахар, а затем частями добавляем обычный сахар. И взбиваем где-то в течение 5-6 минут до густой пены. Вот такие должны получиться белки. Затем постепенно вводим желтки и уже на небольших оборотах просто их перемешиваем хорошенько с белками. Взбиваем где-то в течение 1 минутки. Вот такая масса у меня получилась. Теперь добавляем растительное масло. Постепенно вводим и перемешиваем. Миксер убираем в сторону и будем добавлять муку. Всего муки я добавила 100 грамм. Я добавила сначала полпорции муки и пол чайной ложечки разрыхлителя. И аккуратненько лопаточкой перемешиваю. Затем добавляем оставшуюся муку, также пересеиваем через сито и аккуратно перемешиваем. Бисквитное тесто готово. Вот такой консистенции оно у меня получилось. Теперь беру противень, я его застелила пергаментом и смазала сливочным маслом. Выкладываем бисквитное тесто на противень и хорошенько распределяем по всей поверхности. Затем отправляем в духовку, разогретую до 180 градусов, выпекаться на 10 минут. Ну вот, бисквит мой готов. Проверяю его на готовность шпажкой. Перекладываю его на полотенце и, прикрыв, немножко даю ему остыть. Затем переворачиваю, подстелив чистый пергамент, и снимаю тот пергамент, на котором он выпекался. Вот такой пушистый он у меня получился. Заворачиваю вот так его в рулетик и оставляю до полного остывания. А за это время приготовим крем. В творог я добавляю сахарную пудру, ванильный сахар и 100 грамм сметаны. И блендером перебиваю до однородной массы. Вот такой творожок у меня получился. Он у меня не жидкий. Так что смотрите на консистенцию своего творога, может понадобиться меньше сметаны. Затем беру размягченное сливочное масло, у меня 120 грамм, и миксером его хорошенечко взбиваю. Добавляю 2 столовые ложки сахарной пудры и также хорошо перебиваю до однородной массы. По времени у меня пошло всего 1,5 минутки. Ну а затем частями добавляем творожную массу. Добавляем и взбиваем постепенно, пока не закончится вся творожная масса. Ну вот такой крем у меня получился. Теперь берем наш рулет, разворачиваем его. Пропитка у меня пошло 50 мл молочка. Пропитываю его пропиткой и сверху наносим слой крема. С этого края делаем тоньше слой, чтобы когда мы сворачивали рулет, крем не вылазил. И с помощью пергамента сворачиваем рулет. Затем заворачиваем его в чистый пергамент и отправляем в холодильник охладиться где-то часа 3-4. Можно оставить на ночь. Достаем с холодильника. У меня он простоял там 3 часа. Подравниваем с торцов. Смотрите, какой он получился. Затем перекладываю на блюдо и сверху я полила шоколадом растопленным. Он очень нежный, пушистый и сочный. Рекомендую приготовить. Если вам понравилось, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.